Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А данный ролик будет посвящен соло-арене, потому что многие в прошлом X20 на выбранную легендарку из древних осколков залутали себе Гретхен. Поэтому вашему вниманию после небольшой рекламы данная пачка через Гретхен на соло-арену. Поехали! Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у Donatov.net можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Так, земляне, как видите, у меня камера чуть-чуть переехала, потому что по аренке попросили поднять камеру чуть-чуть вверх, чтобы видно было тайминги, которые, как прожимаются герои с ультимативными способностями и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, привет, я чуть повыше. Арена. Переходим, команда у нас будет вот такого вот формата. Сейчас покажу вам ее обвес, чтобы вы понимали, к чему вам вообще готовиться и стоит ли вам в целом пробовать такую пачку. В общем, здесь у меня Вальдерон, Граф Дракула, Гретхен, Дяо Чань и Эйрлис. То есть, если, к примеру, Эйрлис не первой пробудой, как минимум, нужна первая пробуда, то мы ее меняем на Хатгрима. Если у вас нету ни Эйрлис на первой пробуде, нету ни Хатгрима, то, к сожалению, в целом данной пачкой играть будет очень сильно проблематично, потому что, как будто бы ничем другим вы не сможете сдерживать мобов, поэтому вам придется выбирать какой-то вариант, либо же Серега Эйрлис, потому что там хотя бы Серега под нулевой Эйрлис может выжить, здесь такого варианта уже не будет, потому что танком у нас будет выступать Вальдерон, у него с выживаемостью без А1 Эйрлис, как будто бы небольшие проблемки. В общем, Вальдерон. Вальдерона мы одеваем в здоровье, хотя бы не ниже 35 тысяч вот тут вот зелененьким допом. Вот видите, вот такие вот характеристики здесь у меня шмота. Относительно неплохой шмот. К сожалению, крит шанс не стопроцентный, но здесь вот видите, ОЗшка здесь. И если у вас, к примеру, не получается 35 тысяч, потому что у вас там где-то нету тут ОЗшки или еще чего, вы можете еще взять в пушке. Вы чуть-чуть потеряете в скорости атаки, да, но тем не менее ОЗшку нужно добирать 35+. Артефакты, естественно, его личный, вот такие вот доработки. Можно даже доработать и хпшечки больше ему дать, если получится, да, доработки на самом деле бывают очень сильно скамят. Тут, пожалуйста, плюс 50. Очень мы сильно усилились. Все, короче, потратили все, что было, ничего особо не приобрели. Да, на 1000 атаки получилось набрать. В общем, такой вот Вальдерон. Граф Дракула. Граф Дракулу предпочитаю в 3 бижутериях на крит урон. И желательно его фракционку с хаоситами. Единственный момент, какой заметил, не сильно важна фракционка, если у вас есть 4-статка с атакой. То есть у меня просто здесь очень хорошие допы в скорость атаки. К сожалению, атаки плоской здесь нету, но тем не менее достаточно неплохая фракционка. И везде вот ищем крит урон и 4-статная атака процент, атака плоская СА. Такие вот допники. Здесь у меня также вот есть непревзойденная мощь. Тут вот, неплохо так в крит урончик влетело. Финальные характеристики: 17800 атаки, 489 крит урона, 512 СА и, не стопроцентный крит шанс, к сожалению. Артефакт его личный, вот такие вот доработки здесь, в общем, такого вот формата. Гретхен. Гретхен у меня здесь А0, если она у вас А1, вообще песня. Я еще расскажу слабую сторону этой пачки, потому что владельцы Серег, вот у меня, к примеру, Серега А2, и я не планирую отказываться от пачки с Серегой, потому что Гретхен это бюджетный такой вариант, если у вас проблемы со шмотом, если у вас там нету, к примеру, даже тех же Серег беспробудный у вас, то беспробудная Гретхен, естественно, в этом плане лучше. Но если у вас есть там Сидра пробудная, если у вас есть Серега пробудные, пачки с Гретхен, они вам нафиг не нужны.
В общем, Гретхен, катаклизм. Здесь можно дать ей еще и песнь ада, потому что она ультует, это в основном только от нее это и нужно. И песнь ада тоже себя будет очень даже неплохо показывать. Просто у меня есть вот такая вот фракционная у нее колечко Доминиона Хаоса, поэтому решил в катаклизме ее погонять, почему бы и нет. Вот такие вот финальные характеристики. 24 860 атаки, 525 скорости и 349 КУ. Артефакт у нее расколотый Эфес. В общем, такого вот формата доработки. Дальше. Дяучань стандартная, как и на всех аренах, которых я уже снял, она никаких изменений не потерпела. 17718. Здесь у нас агрессия, артефакт, такие вот доработки. Ну и Эйрлис. Эйрлис важно А1 и хорошее восстановление ярости. Как вы видите, у меня здесь 140,5% восстановления ярости. Здесь в каждых шмотках мы ищем восстановление ярости и атаку с возможным эффектом исцеления. Вот такого вот, видите, формата у меня здесь кольцо фракционная стражей, которая будет повышать нам эффект исцеления. Ну и вот такие вот здесь шмотки, эффект исцеления, восстановление ярости, эффект исцеления, восстановление ярости. 17669 атаки, 669 скорости атаки, 140,5 восстановление ярости и эффект исцеления 183. Эйрлис у меня здесь очень заряженная. И еще плюсом важно артефакт Спектр Севера. Не давайте никакие вот эти вот сферы эйфории. Нужен спектр. Это важно. Потому что у нас здесь танчит Вальд. А Вальду может быть больно. Ну что, земляне, вот уже видите, немножечко так тестировал пачки. Нападал на человека вот с паком через Хатгрима. Не нравится, честно говоря, пачка с Хатгримом вот у Royal Decree, потому что сама по себе, ну, очень медленная. Гретхен не там находится. Давайте переходить непосредственно к настройке пачки. Не факт, что я выиграю этого молодого человека. Royal Decree, спасибо за демонстрацию, тебе привет. Тут давайте, в общем, по порядку. Выставляем Вальдерона сразу же на первую же плитку. Вот тут вот. Только у нас откатываются монеты, мы его ставим. Вот он у нас танк. Все, мы его поставили. Смотрим. 285, 377, 438. Мой вальдерончик послабее, но прыгнул посильнее. Хорошо. Дальше мы замедляем время через Вальдерона. Прокликиваем чуть-чуть, видите, чтобы у нас вот тут вот ускорялась монетка. И будем прям по микротаймингам выставлять Дяучань. Все, выставили Дяучань. И в стойку мы ее не переводим. Потому что у нас желательно, чтобы на Вальдероне сохранялись все шарики. Сразу скажу, при некоторых условиях это будет проблематично. Но сейчас расскажу одну расстановку, которая более сейвовая. Потому что, к примеру, против пачек с Серегой, я сегодня ее найду, покажу вам. Немножечко другая расстановка будет. У нас будет порядок выставления немножечко разный. К примеру, в более сейвовых сценариях мы будем выставлять Эйрлис предпоследний, а потом Гретхен. А вот в таких вот наглых, жестких сетапах против Серег мы будем выставляться Эйрлис в конце, и будет у нас выставляться предпоследний Гретхен. Все, здесь разобрались. Дальше выходит у нас уже третья волна. Дяо мы не переключаем. Почему? Потому что, напоминаю, нам важно, чтобы у нас Вальдерон был с шариками. Копим 13 монет и выставляем графа Дракулу. Есть небольшой лайфхак. Потому что в некоторых случаях при выставлении граф Дракула не будет ультовать. Как это фиксится? Вот вам нужно включить распределение автоприменений. И чтобы только граф Дракула у вас был включен. Вы его выставили, сразу же нажали суперспособность авто. Видите? И пока волна не закончится, вы эту кнопку не отжимаете. Тогда он у вас будет ультовать всегда, вот когда у него накопится ультимативная способность, он ультанет. Все, мы, видите, выключили, все хорошо. Окей. Дальше мы переключаем Дяо, мы включаем на 3.18, мы включаем Вальдерона. И здесь иногда, если он не будет прыгать, как у меня, он потеряет шарик. Видите, вот один шарик он у меня потерял. Это вот прям показательно. Но так будет не всегда. То есть он у меня не прыгнул дважды, получил по хребту. И вот, собственно говоря, шарик мы потеряли. Теперь смотрите, идет моб. Сейчас, если мы опять не прыгаем, а мы и не прыгаем, как будто бы сейчас мы еще один шарик потеряем. Мы выставляем Эйрлис, выставляем для сейва. Видите? Все, идет кувалда, все, минус шарик.
Это нормально, потому что как будто бы... Не, шарик, смотрите, не потеряли. Это нормально, потому что это для демонстрации, как говорится. Если бы не было для демонстрации, все бы у меня здесь пошло как по маслу. Все, мы расставились. И теперь какая ситуация? Вышел первый моб, сейчас пойдет второй. И смотрите, вот он сейчас пойдет, сделает 2 шага. Вот раз шаг. Раз. И только вот видите, заносит ногу. Где-то 3.08, 3.07 мы включаем графа Дракула. Этот тайминг нужен для того, чтобы мы побыстрее, видите, здесь вот уже у человека убиты все мобы, а мы тут еще с этим расправляемся, потому что, во-первых, граф послабее у меня, и вот должны убить этого моба. То есть у нас тут даже граф Дракула послабее. Ну, короче, мы здесь при прочих равных сейчас, наверное, проиграем, потому что, ну, видите, у меня все герои одеты хуже, чем у моего оппонента. Все, выставляем Гретхен вот здесь вот, поворачиваем лицом и ультуем, как только вот она накопится. Хотя, по сути, смотрите, какая ситуация. Мы можем успеть даже накопить все шарики, потому что, вот, видите, сейчас пойдет второй. Важно накопить всю ее пассивку и только тогда ультить. Видите, сразу же накопилось. Выходит второй моб, мы ей ультуем, и после нее сразу же ультуем графом Дракулой. Все, смотрим, как это у нас все будет происходить. Видите, мы очень сильно опаздываем и будем проигрывать. Ничья. Ладно, здесь, в принципе... Но, тем не менее, вначале, видите, мы очень сильно просрали. Дико просрали. Все, поехали, смотрим, что у нас здесь происходит. Ультуем сразу же Вальдероном, когда моб к нему подошел, потому что сейчас, во-первых, Гретхен выйдет из ульты. Вальдерон в ульте сам себя съедает, Гретхен будет получать стаки. Вот, пожалуйста, у нас второй из 4 мобов, сейчас пойдет третий. У нас уже будет готова Гретхен, только она будет готова, мы сразу же ультуем и включаем графа. Все, видите? Теперь смотрим, сейчас у кого быстрее, тот как будто бы, это, наверное, опять поражение, да. Потому что у человека чуть-чуть, ну, посильнее герои, да, чем у меня. Все, здесь первый моб выходит, мы ничего не делаем, не ультуем. Теперь Вальдероном ультуем на втором. Все, ультанули, все хорошо, нажимаем X1, 3 моба из 5 уже на нас. Все, Вальдерон у нас без шариков бьет слабее. Ультуем Гретхен, ультуем графом, когда видим 4-го моба, чтобы по-быстрому его убить и начать фокусить. Видите, мы сейчас все равно проиграем, потому что мы долго разбираемся с предпоследним мобом. Это нормально, потому что изначально видно было, что у нас пак послабее, чем у оппонента. Все хорошо, смотрим, Гретхен только заливается, сразу же ею ультуйте, обязательно. Потому что иначе у нас Вальдерончик немножечко так пойдет покурит. И теперь ультуем графом. Все, смотрим, разбираемся. Давайте смотреть 4, 5, 6. И последний моб. Ну, мы все равно тут тоже, видите, проиграем, потому что там Вальдерон прыгнул. Там еще куча всего. Ну, нормально. В общем, сама по себе пачка мне не нравится, потому что я бы этого соперника просто разодрал бы своим Сергеем. Но, тем не менее, Гретхен пачку просили. Вот вам, пожалуйста. Давайте смотрим, какие у нас характеристики. Вот, видим, у меня Вальдерон очень дико просел. За счет этого у меня просто граф набил больше, потому что у меня был подбитый Вальдерон. И здесь как будто бы моя... Ну, короче, все у меня набили больше, просто потому что Вальдерон у меня сосня получился из-за того, что я потерял шарики. Окей, хорошо, эта настройка есть, увидели, ничего страшного, не будем сопернику, так сказать, делать честь, потому что, ну, пачка на самом деле, и честно, мне не нравится этот пак. Если вы играете с Серегами или же пробудными ситрами, не пересаживайтесь на вот эту билиберду, потому что беспробудная Гретхен, это реально, бюджетно, потому что, бюджетно. Все, поехали, нападаем на Серегу. 592 тысячи БСа. Здесь у нас какая концепция? Обычно Сереги очень, не то чтобы медленно, а медленнее, чем при выставлении Вальдерона разбирают, да, то есть бывают такие сетапы, где выставляется первым Вальдерон, но чаще всего выставляется первым Серега. Вот в этих сетапах у нас на второй волне, где-то до 70% может просесть наша база. Вначале мы типа тут что-то реабилитируемся, потому что Серега накапливает свою ульту, сейчас он прыгнуть должен, что-то не прыгает. Мы выставляем Дяочань, не переключаем ее. Здесь какой-то достаточно слабенький Серега, не ваншотнул моба. Ладно, сейчас он ваншотнет и слижет нас где-то до 70. Раз тычка, 2 тычка и,
Странно, короче, странно, очень странно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, мы не знаем. Все, мы выставляем сейчас графа Дракулу. И мы не ультуем на этой волне ни в коем случае. То есть мы его самого выставляем и потеряем где-то до 70. Ну, видите, даже до 62. Обалдеть. Вообще Вальдерон ни разу не прыгнул. База. Дальше выходит моб. Ультуем графом Дракулой. И после того, как будем убивать вот этого моба, видим, что он будет умирать. Он сейчас даст тычку. Смотрите, раз тычка. И переключаем Дяо-Чань. Здесь мы можем себе это позволить, потому что, смотрите, у нас уже скоро будет появляться Гретхен. Мы этого моба убьем и так, в принципе. Вообще никаких проблем с этим у нас не будет. Все, мы убили. Дальше. После этого на 3.18 также мы ультуем Вальдероном. Ультуем Вальдероном и выставляем Гретхен. Все, смотрим. Сейчас Вальдерон, если напрыгает, то шарик не потеряет. Все, не потерял. Отлично. Спасибо большое, братан. Потому что, ну, еще разочек прыгнешь, все. Это будет зачастую. То, как было в первом бою, достаточно редкое явление, но оно бывает. Дальше. Видим моба, ультуем Гретхен сразу же. Потому что, ну, если он подойдет, он же тоже может нам сбить шарик. Все, дальше. Ждем второго моба. Вот он на 3.9, 3.8 ультуем графом. Все, поехали. И будем завершать волну. Выставляем Эрлис. То есть, видите, в таком сетапе у нас больше урона, но есть риск потерять шарики. Это, если против Серег, это работать будет, потому что здесь, как вы видите, ну, паттерн немножечко другой. У нас вообще в целом свап волн происходит по-другому. Дальше Вальдерона мы не трогаем, ждем стаки все Гретхен, и только тогда будем ультить. Вот ультуем графом и просто отжимаем на x2. То есть больше мы ничего не делаем. Сейчас смотрим, насколько быстрее мы убьем. Видите, убиваем быстрее. Но третий Серега скажет: подожди, нет. Здесь дальше моб будет подходить к Вальдерону. Сейчас вот ультуем, как раз заканчивается ультимативная способность Гретхен. Также еще успех вашей пачки будет зависеть от того, особенно в начале, насколько будет у вас рулетка на вашей стороне по имени Вальдерон. Потому что Вальдерон это самый рандомный чемпион, да. Как повезет. В начале бывает такое, что вы идете с соперником нога в ногу, и вот этот один лишний тик на 2-4%, который вы потеряли в начале, в конце может сказаться на том, что вы проиграли. Буквально там может быть... У меня сегодня было такое, что я проиграл 0,5%. Ну, просто. Вот. Потому что в начале, вот как здесь это у нас было, по нормальному до 70% у вас должна сгореть база, не больше. А у меня сгорело до 54%. Это мне еще везет, что мы выигрываем все раунды, понимаете? Все, вот видите, только Гретхен зарядилась. Сразу же ультуем. Это 8-я волна, 4.37 плюс-минус. Так и будет заряжаться. Это у нас получается 3-й из 5 мобов. Графом ультуем, когда видим 4-го. Все, ультанули. Граф пошел убивать этого и ждем следующего. Все, бах, убили. Красота. Ну, нормально на самом деле. С учетом беспробудной Гретхен, вообще как будто бы нормально. Все, ультуем Вальдерона. Вальдерон должен плюс-минус там что-то разбираться. Не ждем, а сразу же ультуем Гретхен, потому что, ну, кто-то хотя бы должен помогать графу. То есть, видите, 3 из 6 мобов уже на нас. Пошел 4-й. И где-то вот он будет подходить, надо ультить уже графом, потому что у нас может чуть-чуть отлететь Вальдерон. Все, получается 4-5. И сейчас выйдет 6-й, и у нас буквально на краполях, ну, всегда хватает, видите. Можете ультовать чуть-чуть позже, но я переживаю за вашего Вальдерона, потому что, видите, шарики, в принципе, он у меня не терял, но у меня супер лютая Эрлис, это вот неудивительно. Все, давайте нажимаем далее, смотрим, то есть мы вернули все, что мы потеряли. Характеристики урона следующие, то есть... Видите, Вальдерончик, если стаки не теряет, то 10-12 лямов у него прибавляется. И здесь у нас вот наши ребятки достаточно неплохо так себя чувствуют. Гретхен прям вообще молодчинка. Вот если сравнивать, видите, беспробудный Гретхен перебивает спокойно. Здесь на какой пробуде Серега был? Здесь на первой пробуде был Серега. Ну, честно говоря, он просто... Серега у него одет очень плохо. Потому что даже уже на первой пробуде Серега может дать прикурить. Пачки с ситрами. Давайте теперь пачки с ситрами. Вот, к примеру, эта настройка была у нас пачка с Серегой.
А здесь вот эта вот настройка, которую я показывал предыдущая, это вот, допустим, ситра зеркало мы себе назовем. Давайте, нападаем на пачку с ситрой. Здесь беспробудная ситра, проблем быть не должно. Но бывает всякое, это же Вальдерон. Все так же. Все так же, то есть пачки на авто как работают, показывать, прогонять не буду. Мы с вами делаем матчасть. Мы заучиваем тайминги, выставление Вальдерона. Шмотки вы видели. Вход этой пачки вы знаете. Поэтому, я думаю, в принципе, этот ролик будет даже полезен тем, у кого Сереги нету там Гретхен. Вы примерно понимаете уязвимость данной пачки. Потому что, если человек на автобитве нападет на вас с этапом с Серегой, а у вас пачка с ситрой, и вы выставляете с первым Вальдероном, он разобьется об вас, наверное, уже волне на 5-й. Ну, будет ему уже понятно, что он проиграл. Ладно, хорошо, поехали. Выставляем Ждяочань. Все, как вы видите, здесь у нас Вальдерон. Здесь у нас плюс-минус все волны будут зеркальные. У нас не будет на 3-й, на 4-й волне вот этого окна, где у нас кто-то где-то будет стоять и ждать мобов, курить. Вот видите, сопернику повезло, напрыгал больше, напрыгал быстрее, и я уже потерял 2%. Здесь мы все-таки вот ждем, видите, он меняет Дяочань. И при вот таких вот сетапах иногда рисково, потому что если у него Вальдерон не будет прыгать, он потеряет много шариков. Все, видите, сейчас я сейчас даже, наверное, не буду переключать Дяочань, потому что подходит моб, и он даст тычку в моего Вальда. Видите, потерял уже один шарик у нас соперник. Но это критично на самом деле. Вот, все, меняем Дяо. 3.18 мы включаем Вальдерона. Будем надеяться на то, что он попрыгает, а он не попрыгал, молодец какой. Сейчас на следующем мобе, скорее всего, можем потерять шарик, если мы не выставим Эйрлис раньше. Вот смотрите, видите, 17-18. И бах, повезло, наш Вальдерон прыгнул. Это был плюс-минус шарик. Такая вот... Ну, такая вот аренка, знаете, держит тебя в тонусе. Ты вот бьешь, но, оп, видите, я не отжал вот ультимативную способность. Вот здесь не втыкаете. То есть отжимайте суперспособность в кольце волны, потому что будет у вас вот такая вот загогулина, как у меня сейчас. То есть соперник сейчас очень плотно мне по лицу настукает, потому что он быстро убьет этого моба. Я сейчас тут буду тыкаться. Видите? Сейчас очень сильно мы получим по лицу. Ничего страшного. Сейчас вернемся. Все, земляне, я вернулся. Следующая волна. Здесь мы, естественно, ждем. То есть выходит второй моб. Я думал, ничего страшного, а очень страшно. Поэтому... Вот в этой фишке, которую вы нажимаете суперспособность, не забудьте ее отжать, потому что будет потом очень грустно. Все, мы здесь добиваем, в принципе, плюс-минус одинаково, ничего страшного, даже если мы проиграем. Но у нас вроде бы граф сильнее, еще и Вальдерончик, видите, Вальдерон стоит ближе, он начинает атаковать раньше, и он как раз-таки смачно так вжарил с прыжка в моба. Дальше асапчиком выставляем Гретхен. И ждем накопления ее вот этих вот ромбиков над головой. Она это делает быстро. Вот смотрите, хоп, все, включаем сразу. И сразу же графа включаем. Почему? Потому что у нас уже 2 моба сидит. Там, видите, уже ситра готова убивать. А мы вроде бы, оп, и все. Здрасте. При ситрах расставление через Эйрлис, ну, на самом деле must-have. Потому что у нас бы, если бы мы выставлялись через Гретхен, у нас бы Вальдерон сдох. Либо же был бы без шариков. А это пипец как на тоненького всегда будет. Дальше. Здесь моб подходит. Видите, я ультую Вальдероном. Ну, где-то на 3.15, на 3.16 таймере. Ультуете Вальдероном на 7-й волне. Дальше. Второй моб из 4. У нас уже Гретхен почти заряженная. То есть мы ждем именно ромбики. Пошел предпоследний моб. Все, ромбики нам заряжают ярку, мы ультуем Гретхен и сразу же за ней ультуем графом. За ней, после нее всегда. Все, бах-бах, бим-бим, все, мы в принципе в прайме.
Если по-модному, да. Все, пошла 8-я волна, выходит первый моб. Первого моба мы здесь убиваем без ульты Вальдерона. То есть это классика. Это знать надо, это видеть надо. Все, пошел второй моб. Мы сразу же ультуем Вальдероном. Гретхен у нас уже заканчивается ультимативная способность. Начинаем заряжать следующую. Это у нас второй моб. Пошел третий. Все, видите, подходит третий. У нас Гретхен уже почти заряжена. Сразу же ею ультуем, а графом ультуем, когда мы увидим четвертого. Все, ультуем, включаем X2, смотрим, что у нас получается. Здесь вот бах-бах, бим-бим. Все, мы, видите, на один шажочек впереди. Всегда. Красиво. Здесь так же самое. То есть, видите, моб. Добиваем его. Где-то на 4.56, 4.55 мы ультуем Вальдом. Все, если Вальд прыгает, вообще Гуччи. Если Вальд не прыгает, ну, блин, могут быть... Ладно, один там, два шарика, это не принципиально. То есть Гретхен зарядилась, мы сразу же ультуем, потому что все в порядке. И наблюдаем. То есть, видите, четвертый моб пошел. И где-то вот плюс-минус на 4.33 надо включать графа. Это вот по нормальным таймингам, чтобы мы успели убить вот этих всех мобов, убить последнего, предпоследнего и последнего, чтобы у графа ульта не закончилась. Здесь, как вы видите, могут быть иногда, потому что, ну, долго мобов убиваем, могут быть проблемы. Но это уже все зависит, во-первых, от вашего Вальдерона, ну и как у вас одета граф. Все, хорошо. Здесь, в принципе, вообще никаких нареканий нету. Давайте посмотрим урон. То есть мы обратно вернули все, что мы ему отдали. Вальдерончик тут немножечко так сосо. Граф Дракула с Гретхен, как всегда, отработали. Земляне, покажу вам еще альтернативную пачку, но уже не в битве с Хатгримом. Ну, просто потому что там, где я сейчас нахожусь в Верховном Повелителе, эта пачка с Хатгримом, ну, она не играет. Здесь мы делаем все плюс-минус так же, только мы сначала Вальдерона выставляем на одну клеточку дальше. Вот тут выставляем его, все у нас предельно понятно и просто. Дальше на накоплении 6 монет мы с вами будем выставлять Дяочань. Все, поставили и не переключаем ее. Здесь также для сейва очень много раз видел, нападал на такие пачки с Хатгримом. Они уже на третьей волне сразу же переключают Дяочань. Не делайте это. Особенно в защите. Вы можете это делать в атаке, где вы руками можете что-то подправить. В защите не переключайте Дяо. Это мой такой совет, потому что у вас ваши оппоненты будут у вас выигрывать зачастую просто тем, что у вас Вальдерон умрет. Все, мы выставляем графа. Естественно, нажимаем нашу любимую волшебную кнопочку, чтобы граф ультанул. Все. Ждем конца волны, не забываем отключить эту кнопку, потому что это прям важно. Все, видите, одну тычечку даже, видите, выключаем. Дяочаньку можно уже переключить. Сейчас у нас пойдет следующий моб. Мы ультуем также Вальдероном где-то на 3.18. Если напрыгает, повезло, красота. И на 14 монетах мы выставляем Хатгрима. Вот тут вот выставляем, только разворачивайте его рожей на Вальда. Объясню, зачем это нужно делать, потому что он может где-то застопорить вот тут вот моба. Моб не подойдет, ну, короче, это неприятно. Пусть делает тычки непосредственно уже на самом мобе, почему бы и нет. То есть нормальная тема. Дальше, здесь, в принципе, видите, Вальд должен справляться сам, графа мы не трогаем. Пошла 6-я волна. И здесь все в таком же порядке, именно уже по прожатию графа. Ждем второго моба, и где-то вот он появится. На 3.08 мы включаем графа. Ну, плюс-минус в таком формате. Все, включили графа. Сейчас выйдет следующий моб, и на 18 монетах мы выставляем Гретхен вот здесь и разворачиваем мордой вправо. Все, видите, ну долго, это долго. Это реально долго, вы здесь уже достаточно много леса можете потерять. Поэтому мне эта пачка, если мне предыдущая пачка не нравится, она плюс-минус, ну, неплохая, то эта пачка вообще, блин, капец. Все, здесь также ждем Гретхен на фулл стаке, ультуем ею. Графа Дракула сейчас мы начнем заливать чуть-чуть, видите, он у нас проседает по заливу ярости, к сожалению. Но мы его прожимаем, вот только он готовится. Все, вот он готов, мы его прожали. Все, моб пошел, мы его убили. Плюс-минус убивает эта пачка как Серега. Поэтому против Серега работать будет. Против пачек с Вальдероном, там где Эйрлес, к сожалению, эта пачка будет
Павлиашвили. Так, все. Дальше выходит следующий моб. Мы ультуем Вальдероном. Все остальные у нас Гретхен стакает стаки. Но сразу скажу, что она не успеет настакаться, потому что вот у нас уже пошел 3-й из 4. И мы эту волну на Гретхен пропускаем. Это база. Это прям база. И эта волна всегда проигрывается. Всегда. То есть 7-я волна. Готовимся, что это проигрышная волна. Короче, все. Следующая волна пошла. Мы проиграли пока что только битву. Войну мы еще не проиграли, поэтому у нас еще остается 2 волны, и тогда мы выиграем сами себя. Все, смотрите, пошла 2-я волна. Пошел 2-й моб. Смотрим, что происходит. Все, у нас остается еще 3-й. Мы уже можем ультовать Гретхен. Видите, 3-й моб. И как раз таки граф Дракула у нас зарядится к 4-му, когда мы его и включим. Вот только появится, все, мы включаем. Погнали. Все, включаем графа. 4-й из 5. И как раз таки Гретхен, видите, напоследок и граф. Но все равно видно по мобу, что, ну, умирает он плюс-минус так же, как бы его убил Серега за 2 выстрела ульты. Все, поехали. Давайте бах. Дальше смотрим. Видите, Вальдерон вообще прыгать не хочет. Ну ничего страшного, у нас здесь Хатгрим. 2-3 моба. Гретхен включаем именно по накоплению. Все, 4-й моб пошел. И где-нибудь вот тут вот все, включаем графа. Погнали, пошел 5-й. Мы убиваем быстренько 5-го и выходит 6-й. Все. Пачка рабочая, где-нибудь там около Верховного Повелителя, а то и низы Верховного Повелителя она вам обеспечит, но как будто бы вот как раз таки с Эйрлис, ну, вместо Хатгрима посимпатичнее и более такая стабильная пачка. Но опять же, чтобы жил Вальд, нужна Эйрлис А1. Как мы видим, вот такой вот у нас дэмэдж, в принципе, неплохо. Поэтому, надеюсь, если у вас Эйрлис беспробудная, может быть, хотя бы эта пачка позволит вам заходить в Верховного. И последнее, я не показывал, как одет Хатгрим. Давайте покажу. Он у меня здесь первые пробуды. Он просто стандартный танк. Восстановление ярости, чтобы он быстрее ультовал. Здесь у нас ОЗшка. Вот такие вот допы. Здесь вот такого вот формата. Ну и здесь вот такое. Тем более у нас там еще на каком-то из героев у нас, вот видите, стак. Как раз таки неудержимая сила плюс неподвижный объект. Поэтому характеристики следующие. 152 тысячи с половиной здоровья, 11129 защиты, ну и 112,5 ВЯ. Артефакт Сердце горы его личный. В принципе, мобы его не просаживают, чтобы его не было щита, да, и блоков меньше стало. Потому что больше 2 мобов на нем изредка, ну там может быть 3-й подойдет, секунду постоит и уже их станет 2. Земляне, вот такая вот пачка через Гретхен, то есть показал именно ее, не стал разбирать Серегу и Ситер, потому что попросили именно Гретхен. Пожалуйста, пишите в комментариях, какую именно собрали, с Эйрлис или с Хатгримом, и довольны ли вы результатом. Также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк данному видосу и поделиться им с друзьями. Сейчас у нас как раз таки конец недели. Ресет будет именно соло-арена. Возможно, и ваши друзья, и сокланы также благодаря этому видео смогут забрать Верховного Повелителя, там какое-то место. В описании к данному видео есть телеграм-канал. Это мой телеграм-канал. Я там делюсь всеми новостями по игре. Сейчас также поделился скиллсетом ассасинов. Можете посмотреть, там есть видосы, там есть описание скиллов. По поводу дат пока еще ничего не известно. Плюсом все актуальные промокоды и иногда розыгрыши тоже там устраиваю. Поэтому подписывайся на телеграм-канал, всем рады. Меня зовут Планета, и не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.